Местные жители говорят, что кот в их подъезде появился месяц назад. Кот худой и грязный, возможно, из-за его непривлекательного вида. Никто из местных не захотел ему помочь. Еще жители подъезда были убеждены, что кот очень старый, через пару недель попросту умрет. У некоторых вообще принято старых и больных животных выбрасывать на улицу умирать, поэтому то, что коту постелили пеленку, стало хорошей новостью. Фото кота я увидела в группе, где ищут потерянных животных. Едва взглянув на животное, я поняла, что просто обязана его спасти. На тот момент я оплачивала лечение 6 кошек, которые находились в стационаре, и понимала, что найти деньги на еще одного старичка будет чрезвычайно сложно. В то же время, одного взгляда на изнеможенное животное было достаточно, чтобы понять, что деньги не главное, главное хотя бы попробовать спасти кота, который всем своим видом молит о помощи. В машине я всегда вожу угощения для взрослых котиков, но за последнее время мои запасы подъели, поэтому никаких вкусняшек с собой не оказалось. Поскольку я много времени провожу за рулем, то частенько ем в машине. От обеда у Мен оставался кусочек корочки от пиццы. Кот учуял ее в пакете и ел с таким удовольствием, словно это настоящий деликатес. На жующего сухую кору кота я смотрела с удивлением и одновременно стыдом, ведь так сложно принять, что люди могут быть настолько жестоки, чтобы довести животное до такого голода. Недобор веса оказался не единственной проблемой хлебушка, он также был обезвожен и изнеможен. Кот не мог найти достаточно сил даже для того, чтобы просто мяукать. Ветеринар сразу поставил капельницу, затем взял анализы, которые показали воспалительный процесс. Теперь коту предстоит курс антибиотиков, а также лечение кишечника и печени, в которых нашли изменения. Внешне кот кажется пожилым, но на деле он довольно молод. Жизнь на улице не прошла бесследно и отразилась как на здоровье, так и на внешности, сделав его визуально намного старше своего возраста. У хлебушка абсолютно потухший взгляд. Раньше я такого не видела. Обычно даже грустные животные после нескольких дней заботы и сытости начинают смотреть на людей с надеждой и оптимизмом. У хлебушка глаза все так же потухшие, отрешенные. Кажется, кот уже принял свою неизбежную смерть и решил не пытаться ничего изменить. Он не может вновь поверить людям и надеяться на то, что у него есть будущее. 5 дней хлебушку будут ставить капельницы, затем его будут интенсивно кормить, а когда состояние улучшится, ему будут подыскивать хорошую семью,